Часто снимая видео про то или иное растение, я повторяю фразу: я стараюсь снимать растения в самый лучший, в самый красивый период его жизни. И также часто повторяю, что со спиреей японской сделать это, на мой взгляд, достаточно сложно. Я считаю, что спирея японская красиво выглядит фактически на протяжении всего года. Весной и осенью за счет цветной яркой листвы, летом, естественно, за счет вот этих вот прекрасных цветов, и даже зимой, когда она стоит без листьев. Но если вы оставите вот эти отцветшие соцветия, на мой взгляд, выглядеть она будет неплохо. Когда-то я снимал подробное, очень подробное видео о том, что такое спирея японская, как за ней ухаживать, что она любит, что она не любит, как ее правильно сажать, как ее использовать в ландшафте, в ландшафтном дизайне вашего участка, и даже о том, как ее легко и просто можно размножать. На мой взгляд, спирея японская — это очень неприхотливое, это идеальное практически растение для малоуходного сада. Но даже если она малоуходная, есть одна операция, которую вы обязательно должны с ней делать. Это обрезка. Обрезку нужно делать правильно и делать своевременно. И вот тут позвольте небольшое отступление. Существуют две большие группы спирей. Спирея весенне цветущая и спирея летне цветущая. Здесь у меня на участке есть и та, и другая. Поэтому давайте, для того, чтобы вы лучше понимали, как их правильно обрезать, особенно начинающие садоводы, начнем с весенне цветущих спирей. Ракурс, возможно, не очень удачный, но, надеюсь, вам видно. Вот она, весенне цветущая спирея. В чем смысл этого названия? Дело в том, что цветет она весной. Весной где-то в апреле приблизительно. То есть в тот момент, когда еще никакие новые побеги вырасти просто не успели. Это значит, что цветет она на побегах, выросших в прошлом году. Вот они выросли в прошлом году, перезимовали, и весной на них образуются цветы. Честно скажу, я не очень люблю весенне цветущие спиреи. Я их даже скорее совсем не люблю. Почему? Они зацветают все цветы одновременно. Их много, они обильны, но цветут они очень недолго, ну дней 10 где-то. Когда они отцветают, у вас остается вот такая вот темно-зеленая, серого даже цвета листва. На мой взгляд, выглядит декоративно во время цветения на очень короткий промежуток времени. Все остальное время это, в общем-то, зеленая масса. Я их не люблю, но здесь на участке растет, поэтому пускай растет. Естественно, что раз цветет она на побегах прошлого года, когда ее нужно обрезать? Правильно, в тот момент, когда она закончила цветение. Вот она весной отцвела, вы ее обрезали, за новый сезон отросли побеги, которые в следующем году обильно зацветут. Что я, собственно, с ней здесь и делаю. Выглядит она не очень, видите, она вся улетела туда. Почему? Потому что здесь лес с этой стороны, и здесь меньше света, а солнце во второй половине дня именно с той стороны появляется. И поэтому она стремится эти побеги выдвигать именно в ту сторону. Как я ее не стригу, как я не пытаюсь ее сделать каким-то, таким компактным шариком, все равно вот здесь побеги маленькие, их мало, а вот туда они все уходят. Итак, вы должны понять самое главное, что если вот сейчас, в конце лета, вам придет в голову обрезать свою весенне цветущую спирею, то, скорее всего, своими руками вы уничтожите будущее цветение. Если не полностью, то, по крайней мере, большую его часть. Надеюсь, с весенне цветущими спиреями мы разобрались. Давайте вернемся к летне цветущим спиреям. А разница заключается в том, что летне цветущие спиреи цветут на побегах, которые уже успели вырасти в этом году. Соответственно, и сроки обрезки будут несколько другими. Летне цветущие спиреи обрезают либо осенью перед зимовкой, либо ранней весной, до того, как они тронутся в рост. Тут смотрите сами, дело вкуса. Если вы хотите, чтобы зимой у вас в саду были какие-то строгие формы, то обрезайте ее с осени. Делайте из нее какие-то шарики стриженные. Но лично я предпочитаю обрезать ранней весной, до того, как она тронется в рост. Почему? На мой взгляд, существует две причины. Первая, это могут быть сильные морозы, и ваша обрезанная с осени спирея от этих морозов может пострадать. Она не погибнет. Это морозостойкая культура, до минус 30 градусов выдерживает. Но пострадать кончики веток могут. И вам придется весной снова корректировать свою спирею, делать дополнительную обрезку, удаляя вот эти подмерзшие кончики. Второй важный момент. Если вы оставите вот эти отцветшие уже щитки на своих растениях на зиму, на мой взгляд, они очень хорошо украсят ваш сад. Особенно, когда их припорошит снежок или они покроются инеем. На мой взгляд, это смотрится очень хорошо. Я люблю, чтобы и зимой в саду было на что посмотреть.
Причем обрезать свою летнюю цветущую спирею вы в принципе можете как хотите. Можете удалять немного, можете удалять 1/3, можете удалять половину куста, можете вообще оставлять короткие пенечки, лишь бы там были почки. Эти почки проснутся весной, отрастут новые побеги, и примерно к середине лета она начнет цвести. Цветет она долго, здесь это примерно до октября она цветет. И вот тут еще одна очень важная особенность в обрезке спиреи японской, спиреи летней цветущей. Дело в том, что в отличие от весенней цветущей, цветы образуются постоянно. Вот этот щиток сейчас цветет. Когда он отцветет, здесь будут образованы новые щитки. То есть на кусте постоянно присутствуют бутоны, цветки уже распустившиеся и цветки уже отцветшие. Так вот, эти отцветшие щитки, вот, например, нужно удалять. Ну, во-первых, они немножко портят летом вид. Вот зимой они красиво смотрятся, летом они немножко портят вид. Пускай будут свежие цветы. А во-вторых, удаляя вот эти отцветшие щитки, вы как бы стимулируете образование новых. Вот я срезал, буквально через несколько дней здесь начнут просыпаться новые щиточки образовываться, которые потом опять же зацветут. То есть вот этот куст, чем мне нравятся летние цветущие спиреи, они цветут долго и цветут непрерывно. Уже ближе к осени, когда она заканчивает цветение, какие-то щитки стоит оставлять, не срезать, именно для того, чтобы зимой украсить свой сад. Итак, давайте подведем итог сегодняшнего видео. Весенние цветущие спиреи мы обрезаем весной, сразу после того, как они заканчивают цвести. Летние цветущие спиреи мы обрезаем либо осенью перед зимовкой, либо ранней весной, до того, как они тронутся в рост. Это важно, до того, как они тронутся в рост. У летних цветущих спирей мы проводим еще и летнюю обрезку, удаляя отцветшие соцветия. Таким образом, стимулируя появление новых соцветий, удлиняя период цветения, делая его более пышным. Надеюсь, теперь вам все понятно по поводу обрезки спирей, сроков и как это правильно делать. Напомню, я снимал подробное видео про спирею японскую. Ссылки я оставлю в описании к этому видео и в конце этого видео. Переходите, смотрите, особенно начинающие садоводы. Если вы решите посадить у себя это растение, повторюсь, оно очень неприхотливое и подойдет для малоуходного сада. В общем, переходите, смотрите, там все подробно рассказано. У меня, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.